Виза О1 – это один из путей в США для сильных специалистов. Без лотереи, без квот и с возможностью спонсировать себя через собственную компанию. Сегодня мы вместе с лицензированным юристом разберем, кому реально подходит виза О1 и что изменилось в правилах USCIS в 2026 году. Поможет во всем разобраться Татьяна Арестова. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Данил. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Татьяна, можете объяснить вообще, что такое виза О1 простыми словами и чем отличается О1А от О1Б? Виза О1 – это прежде всего виза для широко признанных специалистов. Виза О1А – это для людей, у которых есть выдающиеся способности. Виза О1Б немножко полегче стандарт. Это люди, у которых есть, скажем так, выдающаяся репутация. То есть люди с серьезными заслугами в своей области, с известностью, они могут претендовать на вот эти вот визы в зависимости от рода их занятий. Виза О1Б больше предназначена для людей, работающих в области различных искусств, то, что называется art. Это довольно широкое понятие. Иногда визу О1Б могут получить даже айтишники, аналитики. Но вообще говоря, эта виза в основном предназначена для тех людей, которые работают в сфере искусств, где-то выступают, представляют свою деятельность. Даже, например, выдающиеся повара, кондитеры могут претендовать, такие виды искусства, как кулинарное искусство, могут подойти. Вот, но тем не менее, это виза для работников различных искусств. А вот что касается визы О1А, то это виза для людей, которые работают в бизнесе, науке, IT, подобных сферах. И критерии немного разные, и стандарты разные. Например, для визы О1А нужно закрыть 8 критериев, которые перечислены в законе. Это такие, как наличие наград, наличие членств в организациях, которые требуют выдающихся достижений, наличие публикации заявителя, наличие членства в жюри, например, каких-то конкурсов, наличие публикаций, автором которых является сам заявитель, также наличие вклада, который внес заявитель, или публикация о самом заявителе, а также высокая компенсация, которую получал заявитель. И если заявитель играл лидирующую роль в организации с позитивной репутацией, это тоже можно использовать. Вот. Что касается визы О1Б, то там немножко другие критерии. Они, конечно, больше подходят для людей, которые занимаются искусствами, выставляются где-то, гастролируют, иным способом делятся своим искусством с массами. Это, например, лидирующая роль в каких-то представлениях, фильмах, мероприятиях, которые имеют позитивную репутацию, которые человек либо уже имел в прошлом, либо будет иметь в будущем. Также наличие критического признания. Также лидирующая роль в организациях, которые имеют позитивную репутацию. Также очень важный фактор – это публикация заявителя, признание заявителя в рамках этих публикаций, а также высокий доход. Вот все это может быть представлено для визы О1Б, для танцоров, спортсменов и других выступающих, скажем так, работников сферы искусства. А вот эти 8 критериев, вот высокая зарплата, награды, публикации, вы могли бы привести пример из вашей практики, что сейчас работает в 2026 году с какими-то конкретными, может быть, названиями, без имен, естественно, но просто чтобы наши зрители и слушатели понимали, что означает организация с высокой репутацией или публикация в уважаемом издании. Можете как-то вот конкретизировать? Конечно. Ну, что я могу сказать про 2026 год, что у нас сейчас очень сильно ужесточились стандарты рассмотрения подобных дел. Могу сказать, что не работает точно сейчас, вот уже в 2026 году. Это какие-то публикации, у которых нет серьезной репутации, публикации, которые, например, берут материалы из самых разных сфер, публикуют что-то не посвященное какой-то сфере деятельности, а пишут обо всем, берут деньги за размещение этих публикаций. Подобные издания сейчас очень легко иммиграционная служба, благодаря, опять же, системам искусственного интеллекта, распознает. И если раньше, возможно, при предыдущих президентских администрациях, может быть, в силу отсутствия вот этих инструментов искусственного интеллекта, можно было дать человеку довольно много публикаций, каждая из которых в отдельности не вызывала большого уважения, и пройти, что называется, за счет объема, то сейчас, мне кажется, эта возможность закрылась.
сейчас действительно смотрят на то, чтобы издание имело уважаемую редколлегию, в которую входят уважаемые люди и специалисты, чтобы издание, конечно, было тиражным, чтобы в нем публиковались материалы уважаемых авторов, чтобы, возможно, на это издание ссылались другие уважаемые издания. Вот все это в сумме складывается в то, что называется репутацией издания. Это же касается, например, конкурсов, в которых либо участвует заявитель, либо которые судит заявитель, а потом пытается закрыть такой критерий, как судейство. Вот если человек судит какие-то мероприятия, не пользующиеся репутацией, мероприятия, о которых не пишут уважаемые издания, мероприятия, которые не организовываются какими-то уважаемыми людьми, вот подобного рода конкурсы не котируются и к успеху не приводят. Поэтому очень важно понимать, что если у человека по жизни вот не образовалось таких вещей, как публикации, судейство, то пытаться каким-то образом раздуть свою биографию с целью влезть вот в эту категорию – это непродуктивная стратегия. Я ее категорически не рекомендую, особенно сейчас, потому что все это сейчас становится офицеру очень легко видно, и офицер присылает такие довольно ехидные запросы на дополнительную информацию, в которых вот так и пишут: ко мне приходили люди, которые, к сожалению, пошли этим путем не с нами, с кем-то другим, и вот получили такие запросы, в которых офицер прямо так и пишет: мы видим, что заявитель пытается искусственно раздуть свою биографию для того, чтобы попасть под критерии данной визы. И, конечно, это не приводит к успеху, такие петиции нужно отзывать, не пытаться упорствовать в своих заблуждениях. Вот, поэтому подобные вещи не работают. Значит, вы спрашивали, что такое высокая зарплата. Довольно расплывчатый критерий, невзирая на то, что зарплата, в общем-то, или высокий доход – вещь конкретная, это цифры. Но вот как эти цифры оценивать? С одной стороны, правила предполагают, что цифры должны оцениваться в сравнении с другими профессионалами в той стране, в которой работает заявитель. Но что такое высокий доход? Высокий доход достаточно абстрактно оценивается иммиграционной службой формулировкой, как они пишут, much higher, то есть значительно более высокий доход, чем у других профессионалов. Что значит значительно более? Ну, я бы сказала, в 2 раза это, наверное, значительно более высокий доход. Если он только чуть-чуть больше, на 10-15%, вполне возможно, что офицера это не впечатлит. И это довольно сложный критерий для закрытия, если действительно высоких доходов человек не показывает. И более того, важна, собственно говоря, не цифра, а важно, что эта цифра означает. Если эта цифра означает высокий уровень признания данного специалиста в данной области, то это действительно может сработать для визы. А если это просто цифра, которая складывается из каких-то, не очень понятных источников, то сама по себе цифра, указанная в налоговой декларации, этот вопрос не решит. Человек должен доказывать, что именно уровень компенсации, уровень, может быть, часовой ставки или ставки за концерт показывает выдающийся уровень его способностей и, соответственно, является индикатором того, что человек является специалистом очень высокого уровня. Скажите, вот вы сказали про выдающиеся способности, а эта фраза, она некоторых людей пугает. Какой уровень достижений реально нужен, чтобы показать эти выдающиеся способности, если у человека нет Нобелевской премии, Оскара или звезды Мишлен для повара? Да, безусловно. Уровень того, что называется выдающимися способностями, должен быть достаточно высоким. Человек должен, скажем так, с уверенностью утверждать, вот глядя в зеркало, что он входит, может быть, в топ-10% по своей области. Если человек сам себе готов в этом признаться и сам вот себя оценивает так, то он сможет, наверное, добиться того, что нужно, чтобы попасть под эту категорию. Но если человек просто является крепким профессионалом, он просто хорошо делает ту работу, которую его учили в институте, то, скорее всего, этого недостаточно для того, чтобы классифицироваться на визу О1. Очень важно понимать, что слово «способности» в данном случае не относится к потенциалу человека. На самом деле это такой довольно коварный перевод. Вот есть такой термин «ложные друзья переводчика». Так вот, я бы сказала, что слово «способности» – это такой ложный друг заявителя. Потому что на самом деле в законе под словами «extraordinary ability» имеется в виду не способность что-то сделать в будущее,
а то, что человек уже проявил, то есть выдающиеся достижения. То есть вот эта вот виза талантов, как ее еще называют, на самом деле является не визой талантов, а визой достижений. Если у человека есть способности и таланты, но он их еще пока не проявил, эта виза не для него. А нужен ли работодатель на визу О1? И можно ли спонсировать себя через собственную компанию? Или, может быть, USAS скажет, что, например, LLC – это не настоящий работодатель? Как вот это работает? Да, дело в том, что виза О1 традиционно не предусмотрена для того, что называется self-petition. То есть человек не может подать заявку на визу О1 сам на себя. Можно подать заявку через агента, то есть человека, который имеет связи с Соединенными Штатами, находится в Соединенных Штатах, а лучше является гражданином или постоянным резидентом Соединенных Штатов. Это может быть компания, которая может быть агентом. А также, в принципе, человек может, если у него есть легитимное предприятие, начинание, бизнес, свой собственный LLC, он может подать на себя заявку через этот LLC, но, опять же, это не подходит для того, что называется self-employment. И иммиграционная служба может счесть вот этот вот LLC, который основал человек, будучи иностранцем, как бы иностранной компанией, если 100% иностранное владение, и тоже потребовать, чтобы заявка подавалась через агента. Поэтому один из ангажементов по визе О1 может быть ваша собственная LLC, если вы подаете через агента, но агентская схема всегда предусматривает несколько ангажементов. Ангажементы должны быть реальные, то есть, например, если человек собирается работать здесь, в Соединенных Штатах, в какой-то компании, и имеет договоренность с этой компанией о работе, а также для того, чтобы подойти под эту визу, скажем так, договариваться еще с парочкой компаний, чтобы они тоже ему подписали какие-то предложения о возможной работе, иммиграционная служба сейчас на это смотрит тоже очень строго. И она, в общем-то, подозревает, что, скорее всего, вот эти вот дополнительные ангажементы, они не являются совсем реальными, и проводит проверки по этому поводу. Уже обращались люди по поводу таких проверок. Поэтому будьте внимательны и подавайте эти заявки только в случае, если все ваши ангажементы являются реальными, настоящими, и делать какие-то такие договоренности только для визы мы не советуем. Продолжение темы про письма. Для визы, насколько мне известно, нужны рекомендательные письма. Как они должны выглядеть? Кто их должен писать? Какие правила вообще по рекомендательным письмам? И что изменилось в USCIS? Проверяют ли они через AI? Да, безусловно. Но сначала по общим правилам, которые, в общем-то, не изменились. Письма – это очень важный аспект дела, и письма должны отражать, прежде всего, ту коммуникативную цель, с которой они составляются. То есть, если вы хотите с помощью письма показать выдающуюся репутацию того начинания, в котором вы участвовали, того проекта, в котором вы участвовали, то, в общем-то, этому и стоит посвятить письмо, а не расплываться мыслью в разные стороны. В письме, прежде всего, должно быть отражено, кто его пишет, биография, бэкграунд этого человека, который будет подписывать в итоге письмо, что он сам из себя представляет. Это так называемый foundation. То есть на основе этого foundation строится база для суждений, которые потом этот человек выносит. Далее, собственно говоря, человек должен вынести то самое суждение, ради которого и пишется письмо, и привести основание, на основании чего он делает такие выводы. Например, если человек говорит, что данный проект действительно получил признание, хорошо бы написать, что это за проект, какое признание он получил, почему вы считаете, что это признание действительно поднимается на должный уровень и свидетельствует, опять же, о выдающихся достижениях нашего заявителя. Потом делается вывод обо всем об этом и некое заключение, из которого тоже офицер может заключить, что вот данный заявитель, скорее всего, закрыл тот критерий, для поддержки которого пишется письмо. Значит, письма могут не обязательно быть сосредоточены на одном критерии, можно в одном письме отразить несколько критериев, но, опять же, в процессе написания писем хорошо бы помнить, зачем вы их пишете, с какой целью, какой критерий вы при этом хотите закрыть. Значит, очень важный момент про 26 год, конечно, связан с искусственным интеллектом.
И если ваше письмо написано с помощью искусственного интеллекта, само по себе это не является фатальным. Это фатально в случае, если ничего, кроме информации, которую нашел в себе искусственный интеллект, в этом письме нет. Конечно, можно использовать искусственный интеллект в качестве редактора, в качестве средства для написания, но суть мысли должны все-таки исходить от человека. Если мыслей особенно никаких нет, а искусственный интеллект, он, в общем-то, мастер поставить много слов, ничего не значащих, но красиво так ложащихся на бумагу, то не стоит в этом случае такие письма подавать в поддержку вашего дела. Офицер видит, что кроме слов, написанных искусственным интеллектом, и комбинации чего-то, что написано в иммиграционных законах, и общих фраз в письме ничего нет, офицер это заметит и может прямо в своем запросе написать. Мне попадались такие запросы, в которых прямо написано: мы видим, что письма ваши написаны с помощью искусственного интеллекта, и в них отсутствует как бы искренность. Поэтому важно, чтобы письма отражали мнение и позицию человека, который пишет это письмо, были бы поддержаны фактами, были бы поддержаны, возможно, какими-то дополнительными документами, возможно, какими-то численными метриками. Они содержали просто голословное утверждение. А вот недавно USCIS обновил правила для специалистов в искусственном интеллекте и в критических технологиях. Что это дает на практике, допустим, программисту или основателю стартапа в области искусственного интеллекта? В основном мы видим, что на практике возникают задержки и последствия вообще всякие возникают в случае, если человек идет через американский консулат. В случае оформления документов через консулат возникают очень большие проверки, потому что, может быть, логично, офицер думает, что этот человек еще не находится в Соединенных Штатах. Да, если находится уже человек здесь, то я бы не сказала, что не стоит его так пристально проверять, но, может быть, его стоит проверять какими-то другими способами, не затягивая его дело. А вот если человек находится за пределами Соединенных Штатов, человек подал на визу, у него есть одобрение, очень часто все люди, работающие с искусственным интеллектом или с другими специальностями, которые внесены в так называемый TAL список, они сталкиваются с административной проверкой, которая может занимать полгода, год, очень длительные проверки, когда человека проверяют на предмет того, не может ли он представлять какую-то опасность для Соединенных Штатов. Поэтому этим специалистам нужно быть готовым к серьезным проверкам. Ага, но если такие проверки возникают в консульствах в американских, других странах, и существует ли другой способ? Можно ли сменить статус внутри США? Если да, то в каких статусах это возможно сделать? Здесь вопрос разбивается на два. Можно ли сменить статус? Безусловно, можно. Для этого существует процедура смены статуса, оговоренная в 248 параграфе иммиграционного закона. Сама по себе такая вещь, как смена статуса, не является нарушением, не является незаконной. Например, студенты часто, которые здесь обучаются, найдя себе работодателя, меняют статус на рабочую визу, или могут даже при наличии определенных достижений сменить статус на визу O1. Но, тем не менее, приезжать в Соединенные Штаты по какой-то визе, зная, намереваясь, что вы собираетесь поменять визу после въезда, вот такое действие является незаконным. Может привести не только к отказу в визе, но и к обвинениям в обмане и пожизненному вообще запрету на въезд в США. Поэтому не стоит думать о том, что вы каким-то образом обойдете этот момент, приехав и поменяв визу здесь. Нет, это не так. Собираться приехать сюда в определенном статусе для того, чтобы его сменить, нельзя. Я напомню, что каждое решение и каждая ситуация уникальна, и данное видео не является юридическим советом. И, пожалуйста, всегда перед какими-то решениями, какими-то действиями юридическими всегда обращайтесь к лицензированному иммиграционному адвокату. Татьяна Арестова — это лицензированный адвокат и лицензия с 2000 года, то есть опыт работы адвокатом уже 26 лет, очень опытный иммиграционный юрист. Контакты Татьяны будут здесь внизу в описании. Также будет моя компания Visa Now, тоже в описании. Если у вас есть вопросы, уважаемые зрители, слушатели, задавайте здесь под видео в описании. Заходите к нам в Telegram-чат, там можете задавать вопросы. И подписывайтесь, если для вас это актуально. У меня как раз вопрос есть от одного нашего зрителя. Он пишет, что уволили на H1B, и
и у него есть 60 дней на выезд. Реально ли за такое время ему переключиться на визу О1? Ну, в этом случае все зависит от достижений и талантов данного человека. Чисто теоретически это возможно, если у человека есть публикации, возможно, у него есть какое-то изобретение, патент, возможно, этот человек еще какие-то имеет достижения, может быть, он был судьей на каких-то хакатонах, может быть, о нем писали газеты, журналы, может быть, он награду какую-то получил. То есть все это идет в дело, все это может, так сказать, быть основанием для получения визы О1. Но здесь, опять же, возникает вопрос, если у него есть работодатель, то новый работодатель, безусловно, может сделать ему визу H1B. Если работодателя нет, то просто так сделать визу О1 на пустом месте не получится. Если он хочет сделать визу О1 для развития, например, своего собственного стартапа, то у него должен быть четкий бизнес-план, понимание, что это за стартап. И опять же, здесь главной движущей силой должно быть желание развивать стартап, а не желание просто абы как продлить себе визу. Поэтому если у человека действительно есть такое начинание, может быть, он пользуется поддержкой инкубаторов, акселераторов, да, такое возможно. Но просто сделать себе визу в качестве, так сказать, мостика неизвестно куда вряд ли получится, потому что, опять же, вот виза О1 не является такой вот платформой для самозанятых людей. Говоря про сроки, вот у нас уже администрация Трампа 1,5 года, и есть много нововведений. Вот по вашему опыту, 25-26 год, сколько сейчас реально ждать решения по визе О1, и помогает ли премиум процессинг? Да, безусловно, премиум процессинг помогает. Это не значит, что виза всегда будет рассмотрена в премиум процессинг сроки. Иммиграционная служба может взять сначала оплату за премиум процессинг, а потом не успеть рассмотреть дело в течение 2 недель, в течение которых она, по идее, должна была бы рассмотреть эту визу. И, соответственно, в этом случае заявитель потом получит свои деньги назад, во всяком случае, так обещает иммиграционная служба. Вот, а кейс может рассматриваться сколько угодно, столько, сколько нужно для того, чтобы провести необходимое расследование и все как следует проверить. Если ускоренное рассмотрение не запрашивается, то виза О1 может занять 4-6 месяцев, и это не считая административной проверки, на которую вообще нет никаких сроков, и кроме как подача в суд на них с помощью вот petition for writ of mandamus, никакой управы на административную проверку, в общем-то говоря, нет. Вы могли бы подробнее рассказать, какие есть варианты у заявителей в случае отказов, если приходит NOID, Notice of Intent Denial, если приходит отказ, или вот если такая административная проверка затянувшаяся? Ну, средств у заявителя немного. Прежде всего, стоит внимательно подумать, правильным ли было решение подавать на эту визу, и, может быть, как говорится, в консерватории надо было что-то исправить. Вот. Но если отказ совершенно вопиющий, и если решение абсолютно неправильное, да, человек может подать петицию в федеральный суд, оспорить решение по визе. Можно сначала подать апелляцию внутри агентства, в офис по иммиграционным апелляциям, Administrative Appeals Office, а в случае негативного решения можно подать петицию и в федеральный суд. Федеральные суды иногда встают на сторону заявителей, не всегда, но федеральные суды, надо сказать, относятся к этим кейсам значительно более либерально, чем иммиграционные офицеры, потому что обычно люди, которые доходят до суда, все-таки имеют значительные заслуги, и федеральный судья, часто увидев такого достойного человека, становится на его сторону. Но это довольно дорогостоящее мероприятие. Значит, тем не менее, подобная ситуация возможна, если человеку действительно неправильно, несправедливо отказали. Что касается административных проверок, здесь тоже есть возможность подать в федеральный суд, но здесь нужно быть очень осторожными, поскольку у нас есть такая доктрина, которая называется consular non-reviewability, то есть не подлежат особенно-то рассмотрению в федеральных судах решения американских консулов. В редких, опять же, случаях, достаточно вопиющих, когда явное нарушение Конституции, нарушение интересов американских граждан, можно обращаться в суд, но обычно вот эта вот практика обращения в суды, она
исторически, скажем так, была связана с тем, что просто предыдущая администрация президентская предпочитала не тратить государственные силы и средства на борьбу с людьми, которые занимаются визовыми вопросами, и обычно вопрос как-то решался. То есть, получив иск, прокуратура связывалась с консульством, спрашивала, в чем там дело. Если видели, что это просто какая-то проволочка бюрократическая, дело решалось в пользу заявителя. Ну, а если уже вопрос какой-то серьезный, то он выносился уже на рассмотрение федерального судьи, и, как правило, там были какие-то основания для того, чтобы эту визу так просто не выдавать. Вот. Что касается нынешней ситуации, нынешней администрации, то сейчас администрация дала четкую команду своим юристам бороться за каждый кейс, за каждый вообще дюйм этого визового пространства. И сейчас эта тактика для тех, кто находится на административных проверках, не является продуктивной, как мне кажется, потому что просто на легкую такую сделку пойти, скорее всего, не удастся. Вообще, многим ли выдают визу О1 из заявителей? Может быть, у вас есть статистика или ваши оценки по проценту одобрения в 2026 году именно? Я не смотрела общую статистику. По моей практике у нас проблем обычно не возникает, но нужно сказать, что я довольно строго отношусь к тем заявкам на О1 визы, которые я вообще беру в обработку. Ну, у наших заявителей проблем нет, но, опять же, это не значит, что проблем нет у кого-то еще. Самое главное, мне кажется, не подавать на эту визу, если вы на нее не подходите. Если вы, глядя на себя в зеркало, не можете с гордостью и уверенно сказать, что вы один из лучших специалистов в своей области, что вы входите в верхние 10% специалистов в своей области, наверное, это не ваша виза. А если по вашим кейсам приходят RFE, запросы дополнительных доказательств, то что USCIS чаще всего запрашивает по RFE в 2026 году? Ну, USCIS может запросить дополнительные детали, например, доказательства того, что публикации, в которых описывается заявитель и его достижения, действительно являются ведущими публикациями, популярными публикациями. Иногда просят больше статистики. Иногда просят какие-то пояснения, например, по поводу вот тех ангажементов, которые человек предъявляет в своих О1 петициях. Нужно показать, что действительно вот человек будет заниматься каким-то важным, нужным, полезным делом, что за этим стоят какие-то заказы, что за этим есть какая-то реальность. Больше деталей иммиграционная служба может просить по этому поводу. То есть бывают запросы, в которые уже на ранее заявленные моменты иммиграционная служба просит дать более подробные объяснения. Скажите, а на сколько лет вообще выдается виза О1? Можно ли ее продлевать и сколько раз? Как это работает? Визу О1 обычно выдается на 3 года, и иммиграционная служба на сегодняшний день не ставит лимитов, ее можно продлевать много раз, сколько вы хотите, но стоит помнить о том, что О1 хоть и не так сильно, как визы, например, студенческие, но все-таки имеет в себе такую компоненту, как неиммиграционное намерение. Это не виза двойного намерения. И хотя мы сейчас не видим каких-то запросов, связанных с доказательством намерения вернуться на родину, никто не знает, не появится ли у нынешней президентской администрации желание еще и в этом отношении ограничить заявителей. Поэтому нельзя говорить, что эта виза прямо вот абсолютно без ограничений. В какой-то момент могут возникнуть к заявителю вопросы относительно намерения в будущем, возможно, вернуться на родину, если человек уже там 3-й, 5-й, 10-й раз продлевает эту визу. Виза О2. Вы могли бы рассказать подробнее вообще, кому и как может выдаваться О2? О2 – это виза вспомогательного персонала. То есть, если, например, человек приезжает сюда, он спортсмен, и при нем присутствует, например, личный массажист или специалист, необходимый для выполнения вот этой работы, да, виза О2 может быть предоставлена. Или, например, приезжает певица, она как бы солирует в этом номере, но вот есть еще вторая там, сбоку как-то вторым голосом подпевает. Вот это тоже специалист. Или, например, та же певица, и, например, при ней приезжает человек, который играет на пианино, аккомпанирует. Вот, то есть разные бывают ситуации, в которых для именно выдающегося
специалиста, человека, который приезжает по визе О1, нужен вспомогательный персонал. В таких случаях доказывается, что люди эти давно вместе работают, что это устоявшийся какой-то момент, и не то чтобы что-то вот возникшее прямо непосредственно перед получением этой визы. И если все легитимно, если действительно люди этим занимаются, показывают, что вот такая деятельность идет вот таким составом, что вспомогательный персонал нужен, то виза выдается. А вы могли бы подробнее рассказать, какую визу получают члены семьи, и можно ли работать, учиться по этой визе, и дети, что с ними происходит, когда им исполняется 21 год? Да, виза О3 для членов семьи, она не позволяет работать, она позволяет находиться в Соединенных Штатах, она позволяет обучаться, дети ходят в школу, но вот если детям исполняется 21 год, то они должны переходить на какую-то другую визу или покидать Соединенные Штаты, поскольку только до 21 года дети включаются вот в такую деривативную визу к основному заявителю. А если человека, так случилось, уволили с работы, которая являлась заявителем на визу О1, то что делать этому человеку, сколько у него есть времени и какие варианты? Обычно предоставляется grace period 60 дней для того, чтобы решить свои вопросы. Человек может, опять же, найти себе какого-то другого работодателя, человек может поменять визу на... Если, например, он происходит из страны, которая позволяет получить инвесторскую визу для ведения малого бизнеса, и ту визу может получить человек, может выехать из страны и потом приехать с какой-то другой визой, другой целью. Человек может пойти учиться, если у него есть желание поучиться и так далее. То есть много разных вариантов существует, но вот этот вот 60 дней, grace period, это ограничивающий фактор. За этот срок нужно или как-то поменять визовой статус или покинуть территорию. А находясь на визе О1, можно ли подаваться на грин-карту? Если да, то какую грин-карту можно выбрать и можно подать, не рискуя статусом? Да, вот очень важная фраза «не рискуя статусом», поскольку сейчас, напомним зрителям и слушателям, наша президентская администрация передает в иммиграционный, то есть депортационный суд дела тех, кому отказывают в визовых каких-то заявках, даже если человек просто подавал иммиграционную петицию, не подавал на смену статуса, если у человека что-то со статусом не в порядке. Поэтому стоит подавать петиции на грин-карту, пока у человека статус есть еще на довольно длительное время вперед, чтобы иммиграционная служба могла рассмотреть заявку на грин-карту, особенно в случаях, если человек идет на грин-карт по категориям EB1 или EB2. Безусловно, человек, который здесь находится по визе О1, обладает определенными заслугами и, возможно, может претендовать на визу по категории EB1, Employment Based, первая категория, для лиц с выдающимися способностями. Но если человек имеет визу О1, это не значит, что он автоматически квалифицируется на визу EB1. Хотя формально требования похожи, критерии звучат похоже, но более строго иммиграционная служба подходит к оценке этих критериев, оценивает эти кейсы более строго. Соответственно, есть, например, категория EB2, которая позволяет человеку претендовать на National Interest Waiver, когда человек, например, предлагает Соединенным Штатам какой-то интересный стартап, который он развивает с помощью искусственного интеллекта, как-то двигает вперед коммерцию, бизнес и так далее. Подобные начинания могут претендовать на вот эту вот категорию национального интереса. Но здесь тоже есть субъективный элемент. Офицер как в заявке на EB1, так и в заявке на EB2 может посмотреть на достижения человека, посмотреть на его планы и оценить их как заслуживающие выдачи грин-карты или как не заслуживающие выдачи грин-карты. Это очень субъективный момент. Есть менее субъективные петиции. Это петиции, основанные на том, что называется labor certification, когда работодатель подает объявление в газету, доказывает, что нет американских граждан, которые хотели и могли бы работать в той должности, которая предлагается заявителю на грин-карту. И в этом случае человек может получить грин-карт либо по категории EB2, если его должность требует наличия степени магистра, и у него есть такая степень, или через категорию EB3, если, например, его должность требует наличия степени бакалавра или хотя бы 2 лет опыта работы.
Также есть и unskilled, то есть низкоквалифицированные позиции, которые тоже могут быть сертифицированы через Labor Certification. Там только более длительные сроки ожидания. То есть существует много разных вариантов, на которые люди могут претендовать, и каждый вариант зависит от каждой конкретной ситуации данного заявителя, и все это нужно обсуждать с лицензированным адвокатом для планирования стратегий. И у меня последний вопрос. Что делать людям, которые рассматривают визу О1, которые думают, подходит им эта виза или нет, и планируют в будущем получать эту визу? Прежде всего, я бы посоветовала не думать, что это легко, не думать, что все подряд получают эту визу. Это какое-то очень распространенное заблуждение. Возможно, опять же, оно взялось от того, что предыдущая президентская администрация довольно легко эти визы раздавала. Сейчас стандарт ужесточился. То есть если человек реально работает в своей области на высоком уровне, если он получает общественное и профессиональное признание, то человек может попробовать квалифицироваться на эту визу, но для того, чтобы понять, подходите вы или нет, вам очень важно проконсультироваться с лицензированным адвокатом, понять, насколько ваши документы, в принципе, закрывают вот эти вот описанные нами критерии. И помимо критериев очень важно, чтобы человек показал, что он работает на очень высоком уровне. Человек должен показать признание, устойчивое признание, и это очень важно для получения этой визы. Вот, поэтому не стоит подавать на эту визу просто так, а вдруг мне повезет. Это большая кропотливая работа, оценить, подходит человек или нет, понять, каким образом можно задокументировать каждый критерий, представить эти дела в иммиграционную службу так, чтобы офицер тоже понял и увидел, что действительно человек, во-первых, находится на высоком уровне, во-вторых, будет делать что-то нужное и полезное здесь, в Соединенных Штатах. Поэтому, безусловно, те, кто может квалифицироваться на эту визу, должен ее рассматривать, но прежде чем думать об этих подачах, проконсультируйтесь с лицензированным адвокатом, поймите свои права, поймите, насколько вы подходите под эту визу. Спасибо вам огромное, Татьяна, что делитесь опытом. Спасибо от лица всех наших зрителей, которым вы помогаете. Спасибо вам, Данил, за вопросы. Спасибо зрителям и слушателям за внимание. Спасибо зрителям, что были с нами, и пусть все ваши визы будут одобрены.